Я родился и вырос в городе Минске. Учился в Институте современных знаний на психолога когда-то. В городе я работал, кем я там был, и менеджером был, и когда-то директором склада был, и фирма своя была компьютерная, там, и всякие другие работы. Я уж там все даже и не вспомнишь там, да и ни к чему. Это все незначительно и не важно. Важно то, к чему человеческая жизнь привела. Путь человеческой жизни к чему привел, да? А путь мой привел меня вот сюда, вот в это место прекрасное. И я очень рад этому обстоятельству. Мы в поселении с 2003 года обустраиваем родовое поместье. По образованию я психолог, социальный педагог. По специальности поработать не успела, встретила будущего супруга и после обучения приехала жить сюда. Первые 3 года мы вообще здесь жили без электричества. Строились и жили. Вот, жили при свечах, при керосинках, как еще вот когда революция, да. Ну, сложно было, конечно, не просто все это. Я вот дом свой построил полностью руками, молотком, ножовкой, топором. То есть простыми инструментами, без электричества. У меня не было даже дизельной там, или какой-то там бензиновой электроустановки, генератора. Ничего не было. А потом уже спустя несколько лет мы, значит, приняли общее решение проводить электричество. Вот государство нам помогло очень в этом плане. Сейчас в каждом доме есть электричество, на каждой стройке. Стало гораздо проще жить, строиться. При современном уровне технологий, при современном уровне строительства человек может построить вполне комфортабельное жилище и перебраться из города на землю. Вот. Потому что раньше, когда, допустим, в 60-х годах шла такая очень сильная пропаганда, что, мол, надо всем переезжать в города, что ты будешь делать в этой деревне, да, как мне там говорили там, в детстве, чего ты в этом навозе будешь копаться, там, вон город, все там в городе хорошо. В городе действительно удобно, да, получается, там нажал, горит, открыл, течет, все там за тобой смоют, вывезут, уберут. Ну, человек как бы освобождается от многих таких повседневных бытовых вещей. Но если подойти грамотно к строительству, то все то же самое, и даже лучше можно обустроить в своем доме. Вот можете представить, несколько лет назад еще тут было голое поле, а сейчас уже здесь электричество, водопровод, канализация и даже домашний телефон. Да? Ну и все остальное, там интернет, компьютер, там все, что хочешь. Пруд у нас глубиной 5 метров. Поверхность зеркала, вот когда наполняется вода, полностью зеркало, занимает площадь 6 соток. Ну это примерно как вот дачный участок, да, 6 соток. У нас пруд 6 соток. Запустили мы сюда карпов кои, запустили кометы. Карпы кои — это такие цветные рыбы разноцветные. Есть красного цвета, есть белого, полосатые, желтые, там красивые, черные, даже есть такие черные, как ночь, красивые. Посадили различные растения водные. Садили здесь, у нас есть лилии белые, есть лотос розовый, есть у нас чилим сажали. Ну, чилим, правда, не прижился. Аир. Рыбы зимуют хорошо. За счет того, что глубина 5 метров, рыбам хватает этой глубины, чтобы зимовать. Но я иногда долблю прорубь, потому что и купаться нужно зимой периодически. У нас был 1 год замор был почему-то, не хватило им чего-то, то ли воздуха, то ли еды. Ну, карпы вырастают очень большие, у нас тогда они на тот год выросли уже. Самый большой карп был 64 сантиметра. Это вот такой вот кабанчик. Красивые такие. Детки с ними игрались, уже гладили даже, они тут на пляже плавали. Мы их прикормили, тут вот такое местечко, мы туда кидали корм постоянно. И карпы там сконцентрировались в одном месте, и мы с ними играли. Красиво было. Вот. Ну и вот эти большие, почему-то был замор на больших именно карпов 1 год. После этого я запустил вторично карпов. Кометы остались, кстати, кометы зимуют хорошо. Пруд у нас так родникового пополнения и атмосферного. Очень, когда мы копали, глубина-то все-таки большая, 5 метров. Там у нас большой пласт глины, такой хороший водоупор. И в некоторых местах несколько жилок бьет.
Поэтому вода всегда чистая, даже пить ее можно. Мы сдавали вот на анализы. Вода хорошая в пруду, чистая, мягкая. Вот, для деток хорошая. И отсюда же берем на полив. Вот этот насос, шланг пошел и огороды поливаем. Раньше вручную все это делали, сейчас мы таким способом. Я бы рекомендовал вообще все гидротехнические работы, инженерные, там, да, с водой связанные. Колодцы, пруды, канализации, там какие-то мелиоративные каналы, ручьи. Делать в первую очередь. Потому что большегрузная техника, она очень сильно разбивает колесами и гусеницами почву. При вот этих всех планировочных работах на восстановление уходит много времени. И потом растения, которые вот вы сейчас посадили, или строения, которые уже есть, да, вот, допустим, часто мы сталкиваемся с тем, что люди вначале строят дом, потом сажают деревья, а потом уже начинают копать пруд на поместье. И очень много я вот сталкивался, когда: ой, стойте, вот здесь вот саженец растет, аккуратно объедьте его, ой, вы ж поломали мой кедрик, там, и так далее, и так далее. Пересадить ты уже не сможешь, потому что дерево уже прижилось, корневая система достаточно большая, дерево высокое, вот, а срубать жалко. А копать пруд надо, и приходится находить какой-то компромисс, или пруд меньше получается, там, да, или что-то другое. Поэтому вот такая рекомендация всем на будущее, я считаю, в обязательном порядке. Вначале все делайте гидротехнические работы, потом посадки, постройки. Есть такая расхожая фраза, что на первом ребенке учатся, второго растят, а третий сам растет. И вот уже когда, начиная со второго ребенка, я поняла, что старший помогает воспитывать второго. Еще у нас для воспитания на поместье заведено много живых игрушек. Это кролики, это собачки, это котики, они их постоянно тягают. Это рыбки в пруду, раков запускали в пруд. Тоже это для них вот живые игрушки, пчелы, тоже лошади. И они потом, когда за ними ухаживают, вот и играются. Вместо плюшевых игрушек вот рождаются щенки. И это вот как они такие плюшевые и живые. Вот. И папа вот наш как-то сказал, что живых игрушек должно быть как можно больше. Вот и они являются помощниками в воспитании наших детей. Дети — это очень огромная тема, очень интересная. Вот вообще развитие ребенка, да, вот если сравнивать ребенка, живущего или рожденного и живущего на родовом поместье, и ребенка, рожденного и живущего в городе, то разница колоссальная просто. Вот я родился и вырос в городе. Первую половину своей жизни я прожил в городе. Сейчас я живу на родовом поместье, и мои дети родились и выросли здесь, вырастут, растут. У меня как бы слились два мира, и есть возможность сравнить. Я знаю, где лучше, где хуже. Меня уже не обманешь. Сейчас появилась такая, как назвать, такой более мощный, более сильный, более устойчивый наркотик, называется компьютер. Да? И вот ребенку с ранних лет сейчас подсовывают игрушку эту, компьютер, говорят: на, не дури мне голову, не мешай, я сейчас делаю там свои там дела какие-то домашние или работу, но ты, мол, развлекись. И ребенок, получилось, вообще оторвался от реального мира и погрузился в иллюзорный. Очень много людей, которые к нам приезжают, говорят: ребята, что делать? Вот ребенок целыми днями сидит в компьютере. Целыми днями. Но это на самом деле это проблема, да. Это проблема. Как человека оторвать от компьютера, сейчас вот многие думают об этом. Я думаю, что хотя бы лет до 12 ограничить или вообще не давать компьютер или телевизор ребенку. Но на поместье ребенок, он развивается многократно, многопланово. Мало того, что у них тут, во-первых, у них тут коллектив есть, да, коллектив детей, с которыми они могут дружить, играть и так далее, и так далее. Они формируются вместе, развиваются вместе. Им интересно, у них какие-то увлечения, они там строят что-то, у них есть какие-то шалаши, какие-то там замки, там они зимой строят из снега, еще что-то. Помимо этого, у них на поместье очень много интересных дел и задач. У моих детей вот есть свои огороды, да?
клумбы есть свои, которыми они занимаются, сажают, это все выращивают сами. У них есть кролики, за которыми они ухаживают, заботятся. Да? И это для них такие своеобразные живые игрушки, живые, биологические. То есть ребенок, общаясь с живым миром, он развивается гораздо эффективнее, чем общаясь с искусственным миром, с технократическим. Вот сейчас пчелы роились. У Родослава стояла задача, каждый день ходил и искал рои. Папа вылетел рой, папа идет ловить там. И вот он каждый день ходил. Папа говорит, ну, Родославка сегодня ходил, иди ищи. Помимо этого лошади, да, лошади, вот это ж какая, ну, если так можно сказать, игрушка для ребенка. Колоссальная. Там ребенок познает просто вселенную через общение с лошадью. Это и друг, это и помощник, эта лошадь, да, для ребенка. И главная лошадь, она тоже такая послушная. Ребенок, когда начинает на ней ездить или просто ведет ее под усы, лошадь покорно рядышком идет, такая громадина, и слушается маленького такого ребеночка. И ребенок это все чувствует. Развивается гораздо интенсивнее, чем когда он общается среди бетонных конструкций с какой-нибудь пластмассовой игрушкой. Мне 7, Артибора 4. Нет, я сам же должен сказать. Ты что? Сколько тебе, Ратибор, лет? 4. Люблю горох, лук, морковку. Все выращиваю. У меня вон там огородик, ну, в нем там есть горох, капусту там. А деревья люблю сажать. Тут муравейник. Вот. А какое твое самое любимое дерево? Вон там, там рядом с колышком. Рододендрон. Что это у тебя? Огород. Вот в нем растет редиска. Цветы растут. Растет лучок. У меня здесь огородик свой. Вот здесь у меня на этом рядке гладиолусы, на этом цветы, на этом горошек, на этом лук, потом морковка и потом опять лук. Потом у меня растет лук-пырей и 2 ряда редиски. Я еще буду сажать помидорки, потом буду еще сажать фасоль. Может, еще посажу свеклу и кабачок. Очень люблю я растения и очень люблю с ними общаться. Вот обычно я хожу босиком по земле. А ты, Ратибор, когда станешь взрослым, чем ты будешь заниматься? Косить. Когда встречу вселенную девочку, построю дом, сад буду строить. Вырою еще с вселенной девочкой пруд. А сколько детей у тебя будет, Ратиборушка? У вас, с твоей девочкой вселенной, сколько деток родится? 7. 7 мальчиков и 7 девочек. Радуюсь солнцу, радуюсь небу, радуюсь вновь наступившей весне. Радуюсь радости взросшему хлебу, зёрен, что сеял я на земле. Да я выйду я в полюшко, в поле в полюшко, да раздолена. На родовом поместье обязательно должны жить пчелы. У нас на сегодняшний день пасека насчитывает где-то 23 семьи. У нас есть разные виды содержания и на рутовскую рамку, и на додановскую рамку. Многокорпусные ульи, есть ульи Федора Лазутина, есть колоды. Я сейчас на сегодняшний день уже понял, что пчела – это необходимая часть природы, необходимая часть экосистемы. Если пчела есть, то у тебя будут фрукты, у тебя будут прекрасные цветущие поля. Если пчелы нету, то этого ничего не будет, скорее всего. Ну, либо будет в каком-то микромасштабе. Пчелки у нас добрые, незлобливые. Меда собираем, ну, в этом году планируем несколько сотен килограмм, наверное, получить. Посмотрим по сезону.
На сегодняшний день зарегистрировали фермерское хозяйство, назвали его «Медовое изобилие». Вот, взяли сейчас 30 гектар. В этом году будем сеять гречку, в прошлом году сеяли фацелию. Донник должен зайти в этом году, ну посмотрим, как будет урожай. Ну и планируем большие запасы. Будут меда, гречишного, донникового, хорошего разнотравья. У нас тут леса. Для родового поместья достаточно 10-20 ульев, это, наверное, вот потолок, больше не надо. Вот. Если кто-то хочет заниматься уже промышленным содержанием пчел, то это надо уже брать какие-то большие поля, засевать их отдельно. У нас на поместье живут собаки прекраснейшей породы, аляскинский маламут. Эти собаки, они ездовые, их можно запрягать в санки, их можно запрягать в велосипед, мы катаемся на велосипеде летом. Собаки эти приносят чудесных щенков, такие маленькие красивенькие медвежата, бегают по поместью, подрастают. У нас часто бывают такие интересные моменты, когда, например, вот волейбол идет, и тут из леса вылазят 3 таких волчьих морды. Я всегда мечтал, чтобы на поместье на родовом жили волки настоящие. Вот, и эта собака, она максимально приближена к волку. Индейцы вывели их из полярного волка. Из настоящего полярного волка. Поэтому эта собака сохранила все качества полярного волка, но она такая одомашненный волк, скажем так. Но при этом она не гавкает, она воет. Собаки очень дружелюбные, но у них, конечно, присутствует инстинкт охотников. Однажды был такой курьезный случай. Пришли к нам туристы, где-то человек 30. Я их выпустил, чтобы люди поиграли с ними, потискались. А собаки тихонечко, пока я с людьми разговаривал, под шумок и куда-то чесанули. Вот. Ну, туристов мы, значит, отпустили, показали им поместье. Туристы пошли гулять. Я пошел искать собак. Выхожу на поле, а мои собаки гонят на меня корову. За ними бежит дедушка, тут местный дед был, Рома. Бежит с клюкой, машет по полю там, а он подумал, что это волки настоящие. Он не понял, что это собаки. А они, значит, подбежали к этой корове, начали вот так вот ее кружить. Корова с перепугу увидела, думает, волки. Сорвалась с цепи, чесанула по полю. Они вот так вот кружат ее и пригнали к хозяину, ко мне. То есть дед там бедный переживал, мы вернули корову, все в порядке. Лошадей на родовом поместье мы завели в прошлом году. И абсолютно не жалеем. Лошадь — это такое прекрасное создание, которое добавило в нашу жизнь какой-то гармонии, радости, любви. Столько всего интересного, нового, открытий таких чудесных стало. И очень интересные моменты сейчас стали происходить. Вот лошадь, я понял, она учит человека телепатия, да? То есть понимает, понимание без слов. Вот она чего-то хочет, а я знаю, чего она хочет. А как я знаю? Вот каким-то таким незримым способом. То есть это вот на уровне какой-то вот телепатии идет. И вот это вот наши какие-то биологические корневые основы, которые в нас заложены изначально. Звери помогают нам раскрыть. Но самое главное, это, конечно, дети. Потому что они с детства учатся этому всему, учатся общаться с живыми творениями, с прекрасными. Вот у меня старший сын, например, он уже умеет ездить на лошади и в седле, и даже без седла. Ну, пока мы только катаемся в седле, но вообще у нас вот есть и телега. Зимой мы в санях катались тоже, так, ну, пока для развлечения, для души, пока для удовольствия. Лошадь надо на выпас гектар и на сенокос гектар. То есть на одну лошадь где-то 2 гектара. Ну, в среднем. Ну, конечно, пока приходится сено закупать, то есть своих площадей не хватает. Да нашей матушке, матушке сырой земле, матушке родной. Ом, будем счастливо жить мы на святой земле. Ом, да на родной. У нас 3 детей, и мы стираем в стиральной машинке. Мы стираем содой обычной, достаточно 1-2 столовых ложек, добавляем туда отвар мыльных орехов где-то пол-литра и добавляем щелок. Как мы приготавливаем щелок? Мы берем на ведро или на банку 1/3
древесной золы, лучше, конечно, березовой. У нас дрова разные, мы порой готовим и не чисто с березовой. И вот на 1/3 объема сыпем золу, дальше добавляем воду. Есть два способа, как приготовить щелок. Можно горячим способом или холодным. Если вы зальете кипятком и оставите на горячей печной плите, то раствор будет готов через пару часов. Как только он осядет, можно брать и стирать. Холодным способом это пусть постоит ваш настой где-то 3 дня или недельку. Ну, когда осядет, уже можно брать и стирать. Достаточно полстакана добавлять в стиральную машину. Я добавляла как-то больше, и получилось, что некоторые блузки вот испортила слишком сильная концентрация, какую-то вышивку там или яркость ткани, может она поблекнуть, если много добавлять. Из этого щелока можно делать мыло, можно делать шампуни. Им, если разбавлять, надо найти свою консистенцию, можно им мыть голову. Им я мою посуду. Вот, можно туда капнуть пару капель эфирных масел. Вот, можно им мыть руки, вместо жидкого мыла использовать. Один из самых распространенных вопросов на гостевой день, когда к нам приезжают люди. Как вы зарабатываете, живя в поселении? Когда мы жили в городе, мы видели только узкий коридор карьерной лестницы в рамках своего образования, да? Ну и там, возможно, какие-то трудоустройства там, благодаря каким-то связям там, или знакомствам. И, собственно, все. В городе не видишь всю объективную картину. Но когда мы начали жить на земле, мы приобрели, во-первых, массу опыта, массу профессий дополнительных. И отсюда видна общая картина. Оказывается, что возможности для заработка масса, они безграничны. Здесь, ну, если так утрированно сказать, деньги растут под ногами, на деревьях там, и так далее, и так далее. Да? Я сейчас вот перечислю, да, вот чем мы занимаемся, в чем мы находим заработок на родовом поместье. И могу несколько сказать, вот чем зарабатывают ребята-соседи. Все, конечно, по-разному, да, за всех там не скажешь, картина общая большая. Но у нас в поселении есть и бизнесмены, и предприниматели, есть люди, которые зарабатывают дистанционно, там, через компьютер, там, да. Есть люди, которые нашли возможности заработка уже непосредственно здесь, в поселении, живя на родовом поместье. Вот наше поместье, у нас есть питомник, да, мы разводим собак редкой породы, мы зарегистрировали питомник. Потом у нас есть пасека большая, мед тоже приносит какой-то доход. Сейчас уже появляются фрукты свои, овощи, тоже экологически чистая продукция, это уже очень востребованная тема, очень актуальная. С каждым годом овощей и фруктов на поместье становится больше, орехи уже на подходе. Помимо этого мы проводим семинары, тренинги различные, да, это тоже какой-то незначительный пока, но тем не менее доход приносит. Вот. Сейчас я занялся производством кедрового масла. Купили прессовое оборудование, делаем кедровое масло. Это тоже такая очень интересная тема, она приносит и радость, и здоровье дополнительно. Вот. И это все потихоньку дополнительно пополняет семейный бюджет. Катя, например, она у меня такая рукодельница, она делает и хлеб домашний, она делает косметику натуральную, проводит семинары различные, делает куклы народные, традиционные, да, и тоже приносит какой-то доход. Жизнь на родовом поместье, она многогранна, она человека делает более свободным. И возможностей для заработка здесь больше, чем в городе. Гораздо больше. И они интереснее. Тут человек может делать то, что ему нравится, по душе, по сердцу. Да? Тут работа превращается в увлечение, в хобби. И приносит какой-то доход. Недавно на нашем поместье мы приобрели пресс для производства кедрового масла. Начали изготавливать собственное масло. Это замечательный продукт, очень полезный, целебный. Сейчас вот я хочу показать, как мы это делаем. Очень удивительными свойствами обладает кедровый орех. Орех пока мы закупаем в Сибири. Он приходит вот в таких вот вакуумных упаковках. Хорошо сохраненный, это вот урожай этого года. Отличный орешек. Но уже подрастают наши кедры в Белоруссии, на родовом поместье. Вот они, красавцы. Вот это маленький кедреныш один. Вон тот кедр пушистый, который вот в 2 раза выше меня. Это вот самый большой кедр у нас на поместье. А вообще у нас кедров на поместье, наверное, около 60 растет. И скоро они начнут уже плодоносить и давать свои орехи. Но пока производим из орехов, которые закупаем в России. Вообще, кедровое масло, оно не должно соприкасаться с металлом. Это очень важный момент, потому что происходит окисление и теряются важные элементы.
Поэтому при производстве должны использоваться только деревянные пресса, только деревянные. Вот этот пресс нам сделали в Сибири тоже по нашему заказу, из дубовых специальных клиньев собрали такой крепкий пресс. Вот. И сейчас мы покажем сам процесс, как производится и вытекает масло, и можно будет его попробовать. Оно очень вкусное и ароматное. Вот сейчас мы заложили сюда орех, здесь порядка 3 килограмм. Вот, начинаем давить. Вот он уже хрустит, слышите? Сейчас потечет масло. Вот, пошло дело. Так, надо чуть-чуть подождать. Когда масло течет, надо несколько останавливаться, потому что важно, чтобы орех сильно не разогревался. То есть это процесс не быстрый, он занимает где-то минут 15-20. Вкуснятина. Переехав жить за город, нам захотелось пользоваться натуральной косметикой. Смысл, что все искусственные крема, они за счет чего белые? Это все консерванты и красители. Натуральная косметика, вот, допустим, тоник, вот он такой, основа, отвар трав, да, или вот какие-то крема. Они не так, они природных цветов, желтые, там, темные, они не белые. Это вот все природная косметика на натуральных компонентах. Сейчас мы будем делать бальзам для кожи вокруг глаз и век. Вот на основе нашего кедрового масла, которое мы отжимаем сами, мы делаем такой бальзам. Туда входит, там нету воска и эфирные масла в ограниченном количестве. Туда входит вот это, вливаем масло какао. Мы его растопили предварительно. Можно на водяной бане, можно, вот я растопила в аэрогриле. В какао масло мы добавим кедровое. Вот добавим кедрового масла, перемешаем. Также полезно для кожи вокруг глаз и век вот масло авокадо, масло персиковых косточек. Примерно на глаз там такая пропорция, чтобы масло, какао-масло, чтобы его было 1/3 от всех остальных масел. И тогда получается жидких масел, их будет 2/3 и 1/3 какао-масла. Какао-масло, оно такое по консистенции, как воск. Масло жожоба тоже. Это масло абрикосовых косточек. Масло зародышей пшеницы. Масло зародышей пшеницы и масло виноградной косточки. Это все подбор масел, которые полезны для кожи вокруг глаз. Можно составлять бальзам на основе только 2-3 масел. Например, взять масло какао, туда добавить популярное масло виноградных косточек, зародыши пшеницы и кедровое масло. И все. Вот мы смешали косметические масла. И теперь вводим эфирные масла. Эфирные масла мы добавим только 2 вида: роза и герань. Вокруг глаз еще допускается сандал. Можно составлять сандал и роза. Тут у нас роза и герань. Когда мы вводим в тоник, то надо масла эфирные вводить, допустим, их на меду. Вначале в мед, а потом в воду. Масляная основа позволяет вносить масла непосредственно сразу. Вот это масло через какое-то время, может быть даже в течение часа, затвердеет. Несколько слов стоит сказать об огородах на родовом поместье. Им уделяется тоже особое внимание, потому что все-таки тут речь идет и о том, что продовольственная безопасность, да, что мы будем кушать зимой. У нас огороды мы выращиваем определенным способом, без скобки и без перепашки. Вот где-то вот здесь вот сотки 4-5 и здесь еще сотки 1,5. То есть в общей сложности у меня 6 соток огородов на сегодняшний день. И вот эти все огороды, за все годы, сколько мы тут живем, они ни разу не знали ни плуга, ни лопаты. И при этом все растет, плодоносит, хороший урожай приносит. Порой даже вот бывали такие случаи, когда приходили местные жители, вот мы сравнивали, у нас результат получался где-то раза в 3 лучше. Я же родился и вырос в городе, я такой столичный житель.
Ну и как обычно, вот в городе как принято, да, меня тоже там с детства загоняли на дачу, там копать картошку, там все такое, все это было, проходили. Я всегда говорил, вот гипермаркет, едьте, купите там картошки сколько надо, морковки, и не надо меня, значит, дергать. Ну, то есть не любил это дело, огороды. И когда я пришел на землю, конечно, первое время занималась огородами жена, Катюша. И я подумал, как сделать так, чтобы дети заинтересовались огородами и полюбили землю. И понял самое главное, что чтобы заинтересовались дети, я должен быть заинтересован. То есть я их должен увлечь своим примером. А для этого мне самому надо полюбить огороды, полюбить землю, полюбить трудиться на земле. Ну и тогда я, конечно, сказал: Катя, в сторонку, я буду заниматься этим вопросом. Ну, конечно, поначалу было сложно, непросто это все понять, принципы. Ну, это было давно, лет, наверное, 10-12 назад. Со скрипом начиналась у меня моя садоводско-огородническая практика. Но как только появились первые результаты, все, меня это окрылило, меня это увлекло. И сейчас это такой творческий процесс, который раскрыл во мне потенциал любви. Я просто стал любить это дело. И когда я это полюбил, вот с того самого момента я понял принцип, как передать это детям, как привить детям любовь к земле, любовь к огородам. Как научить их трудиться так, чтобы это приносило им радость и пользу. И я, наблюдая за ними, я даже у них многому уже учусь. Потому что они видят, как отец это делает. Отец такой вдохновленный, окрыленный. И они, естественно, тоже делают это все с таким вот рвением. И когда у них появляются первые результаты, ну это просто потрясающе. Они бегут, кричат: папа, у меня там что-то расцвело или взошло. Там. Все, просто это сказка. Видеть вот именно вот эти счастливые глаза детские. Вот оглянуться вокруг, да, сколько тут вокруг нас красоты. Родовое поместье целое, с детьми, со зверями, с деревьями плодоносящими, сад прекрасный, дом, построенный своими руками, пруд, огороды и так далее. Целый мир, целая вселенная. И что есть в городе? Ну, вот если сравнить. Практически город дает человеку возможность как-то существовать, ну и зарабатывать деньги. И все. То есть в городе даже вот из развлечений, если так вот разобраться, то все развлечения городские, они по сути дела, ну с моей точки зрения, я не настаиваю, там у всех, конечно, разные будут, но с моей точки зрения, они примитивные. Потому что здесь каждый день, например, я вижу неповторимую картину. Закаты, рассветы, прекрасные песни птиц. Вот мы сейчас, да, стоим, поют птицы. Разнообразные. Они фоном, мы даже их не замечаем, но какой это концерт. Какой театр это сделает? Какая акустика? Ну, аппаратура имеет, никто. А здесь оно все вживую, здесь оно постоянно. И, конечно, я считаю, что родовое поместье, оно для всех. Любой чиновник и политик может жить на родовом поместье. Это прекрасные условия. То есть ты меняешь среду обитания. Допустим, у меня была среда обитания город, одна. И сейчас у меня совершенно другая среда обитания. Райская среда обитания, если можно так сказать. У меня там деревья растут, и огороды, и пруд, и дети, и звери. Практически в раю живем. Так вот, каждый человек может жить так. Я думаю, большинство людей хотело бы жить именно таким образом. И от понимания этого человека отделяет всего лишь один шаг, 1 секунда. Осмысление, то есть миг озарения, когда человек поймет: ух ты, я так хочу. И пойдет обустраивать свое пространство любви, свое родовое поместье. Встану